Всем добрый день, мои дорогие подписчики! В сегодняшнем ролике я бы хотела ответить на вопрос, который задала одна из подписчиц. В какое время года лучше делать операцию ПКС? Речь идет о запланированной операции. Сюда включается протез коленного сустава и протез тазобедренного сустава. То есть, когда у вас есть возможность запланировать вашу операцию. Меня зовут Надежда, для тех, кто меня не знает вдруг. Да, я реабилитолог, и я работаю в службе поддержки пациентов на дому, то есть физиотерапия, реабилитация на дому в первые несколько недель после операции. Я вижу много пациентов, много пациентов, и в разное время года, то есть в течение всего года я посещаю людей и восстанавливаю. И поэтому, да, я почему это сказала, потому что данный ролик, он будет основываться именно на моем опыте, то есть на том, что я вижу с моей вот точки зрения, в какое время года люди лучше восстанавливаются. Я не знаю, возможно, есть какая-то статистика, которая выложена где-то в интернете, но в этом ролике я ее не учитываю. То есть ролик основывается полностью на моем опыте. Смотрите, я поставлю как бы времена года по приоритету, то есть от 1 до 4 места. На первое место я ставлю позднюю осень, второе место ранняя весна, третье место зима и четвертое место лето. И сейчас я вам объясню, кратко объясню, почему я так поставила времена года. С моей точки зрения, поздняя осень и ранняя весна – это два наиболее благоприятных времени года, чтобы восстанавливаться. По той причине, что в эти времена года человек начинает наиболее быстро выходить из дома. Это наступает примерно на 3-й неделе после операции, когда люди уже в состоянии начинать выходить из дома. Это здорово помогает восстановлению, потому что человек начинает ходить, делать там какие-то активности на улице. И это, конечно же, помогает в общем восстановлении. И вторая причина, когда люди выходят на улицу, то это благоприятно действует такой психологический момент. То есть нет вот этого давления 4 стен. Люди выходят на улицу, куда-то начинают ездить, передвигаться, и настроение повышается, и вот это как бы моральный настрой, он, конечно, тоже здорово помогает во время восстановления. Поэтому поздняя осень, ранняя весна, когда нет снега, когда погода более или менее стабильная, не очень жарко, не очень холодно, нет этой слякоти, нет этого снега. Вот это два времени года, когда, мне кажется, наиболее лучшие периоды для восстановления. На 3-м месте я поставила зиму. Зима у меня стала на 3-м месте, лето поставила я на 4-м, но здесь, вы знаете, я уже поставила лето на самое последнее место, потому что, мне кажется, лето это не самое лучшее время все-таки, чтобы восстанавливаться, чтобы делать операцию. И здесь у меня две основных причины, почему я не люблю восстановление вот это в летний период. Первая причина, вы, наверное, догадываетесь, да, первая причина – это отек и воспаление. Отек и воспаление в летнее время, он контролируется намного тяжелее. Как раз-таки из-за вот этой жары, по крайней мере у нас летом жарко, и не у всех есть кондиционеры, у кого-то есть, у кого-то нет, но все равно вот эта жара, вот эта духота, она все-таки, как мне кажется, увеличивает отек и воспаление в суставе после операции. Это первая причина, почему лето для меня не самое лучшее время года. И вторая причина, это опять же, да, основываясь на вот моем опыте, вторая причина, почему я не люблю лето. К сожалению, у меня в течение лет, да, каждое лето одна и та же история. У меня бывают несколько, 2, 3, 4 пациента, которые, как сказать, страдают, либо у которых оказываются, давайте так скажу, у которых оказываются какие-то либо небольшие осложнения из-за нехватки персонала в госпитале, где их оперировали. Лето – это период отпусков. Летом все идут в отпуск, и персонала, как правило, меньше, чем в течение года. Давайте я вам дам вот такой краткий пример, который у меня был вот буквально несколько недель назад. У меня был пациент после операции.
протезирование колена. Протезирование колена. И этого пациента прооперировали в госпитале, но из-за того, что как бы реабилитологов было мало, либо их вообще не было, но я думаю, что все-таки было мало. В общем, закончилось все тем, что этого пациента просто не успели увидеть. То есть реабилитолог его не увидел в госпитале. Посчитали, в общем-то, что даже без этого, что реабилитолог его не увидел, не объяснил ему первые рекомендации, его все равно отправили домой. И когда я пришла домой, я его увидела, это где-то был уже 5-6 день после операции. То есть время было немного упущено. Пациент правильно не знал, что делать с отеком, как наступать на ногу, как начинать делать упражнения. Наступила там сильная боль, тоже были проблемы с болью. В общем, все это вылилось в такую неприятную ситуацию, когда у человека уже начались какие-то проблемы. И все это потом пришлось раскручивать и восстанавливать. Как бы вот этот момент нехватки персонала летом, он мне как бы не очень нравится из-за того, что появляются вот такие ситуации с вот такими осложнениями. И так происходит каждое лето, я вам скажу. Каждое лето одна и та же ситуация. В общем, вот такое мое мнение. Вот такое мое мнение по временам года, когда лучше делать операцию. Вы можете добавить свое мнение, написать, когда вас прооперировали, как на ваш взгляд, хорошо прошло или плохо, какое время вы считаете года лучшим для операции, какое бы вы выбрали. Да? Пожалуйста, пишите в комментариях, будем рады почитать ваше мнение. Все, прощаюсь с вами, всем до следующих роликов и всем пока-пока.